Примерно раз в 5 лет на улице фанатов электроники, R&B, хауса, психоделического рока с мелодиями на уровне популярных песен случается праздник, и выходит новый альбом Tame Impala. Ребята дают сейчас супер успешное мировое турне, и несмотря на то, что на сцене вы можете увидеть множество музыкантов, в состав этой австралийской группы на самом деле входит только один человек — Кевин Паркер. Паркер, привет, ты уволен. Именно он отвечает за написание песен, запись инструментов, вокала и сведения. Он сам признавался, что ему проще так работать. Не нужно общаться и спорить с другими людьми. Творишь себе в удовольствие в летнем домике на берегу океана и ни с кем не советуешься. А уже потом можно готовые песни переаранжировать для живых выступлений. Я познакомился с творчеством этого коллектива из одного человека где-то году в 19-м. На тот момент у группы уже как несколько лет назад вышел альбом Currents, раскачавший популярность Tame Impala до мирового уровня. В частности, благодаря звучанию, сильно отличающемуся от первых двух пластинок Inner Speaker и Lonerism. Дебютный альбом был явно вдохновлен психоделическим роком в стиле некоторых песен Pink Floyd и The Beatles. И в целом он является большим путешествием в поиске себя и своего творческого стиля. Зацените, кстати, насколько похож вокал Кевина из начала десятых на уже ставший классическим тембр голоса Джона Леннона. Lonerism о самоизоляции сохранил стиль, заложенный в первой полноформатной пробе пера, которая, кстати, очень даже понравилась музыкальным критикам, но привнес в звучание элементы, присущие популярным радийным песням, например, более певучие мелодии и чистое звучание, хоть и до сих пор заправленное большим количеством исполнителя, которую начал слушать весь мир, и я в том числе. Большой сдвиг в сторону более электронного звучания и чистого звука, которым балуют нас поп-чарты. Чего только стоит The Less I Know Is Better. Песня в свое время разлетевшаяся на ТикТоке, что, наверное, сделало ее одним из треков, который появляется в голове, когда мы перестаем думать о Римской империи и начинаем думать о прирученной Импале. Как и все, наверное, гениальные произведения, эта песня была написана всего за 15-20 минут, в момент, когда Кевин чувствовал себя особенно вдохновленным. Речь, конечно, не о финальной версии, а о демо, на основе которого и базировалась аранжировка. Обратите внимание, что по сравнению с первой версией, Кевин решил убрать чёс электрогитары, играющий синкопированный фанковый ритм. Это один из популярных подходов к аранжировке современных песен, когда в первоначальной версии мы пробуем вообще все инструменты, что могут вместиться в микс, набивая и уплотняя его максимально. И чем больше композитор приближается к законченной версии, тем меньше элементов остается в миксе, и тем прозрачнее звучит фактура. Интересно, что песню, которая по сути позволила открыть фанатам по всему миру звучание Tame Impala, могла стать песней британского музыканта и продюсера Марка Ронсона, с которым сотрудничал Кевин в то время. В рамках их совместной работы, например, появился альбом Uptown Special, для которого Кевин записал барабаны в некоторых треках. Более того, это именно сэмпл малого барабана, записанного Кевином Паркером, звучит в самой популярной песне Марка Ронсона Uptown Funk, которая хайпила вот уже десяток лет назад. А позже, в 2018 году, они вновь поработают вместе, но на этот раз Паркер запишет песню Find You Again с синтезаторами и ударными в своем стиле. В достаточно простом музыкальном стиле, без виртуозных навороченных сбивок, или, как их правильно называть, чопсов, на которых западают все девочки.
Вот это другое дело. Очень простой ритм, где чувство грува создается не за счет миллиона мелких нот, а благодаря другим мелочам, таким как небольшой сдвиг хэта относительно метронома, как бы с небольшим отставанием от основного ритма снейра и бочки. Это именно то, что называется грув, и что является важнейшим элементом музыки жанра фанк, большое влияние которого можно проследить в альбомах Импалы. Еще небольшой интересный факт: обычно мы слышим хай-хэт В левом. А вот и не угадал. в правом ухе, потому что именно так публика и воспринимает его, находясь перед акустической ударной установкой для правшей. Он находится вот здесь, как вы видите. Но в треках Кевина хэт почти всегда занимает позицию слева, такую же, как ее слышит исполнитель. Своего рода музыкальный эгоизм, мол, буду делать звучание таким, каким я его привык слышать. С другой стороны, это мило, что Кевин делится своим восприятием с нами и дает нам послушать свою музыку через призму его опыта в качестве мультиинструменталиста, который еще 10 лет назад не очень-то хорошо играл на клавишных, поэтому большинство синтовых звуков в The Less I Know Is Better на самом деле были записаны на гитаре с использованием различных педалей, окрашивающих звучание тембра этого струнного инструмента, имитируя в некоторых случаях звучание колокольчиков или струнно-смычковых. Кстати, известнейший басовый риф, на котором буквально строится вся песня, на самом деле был тоже сыгран на электрогитаре с октавером, специальной педалью, которая понижает тембр, как понятно из названия, на октаву. Хотя могут быть и другие варианты настройки этого понижения или иногда повышения. Даже здесь басисты опять не пригодились. Кевину Паркеру, по правде говоря, никакие музыканты для записи и не нужны. Он с детства играет на многих музыкальных инструментах, благодаря влиянию его отца, который представил его музыке, будучи музыкантом-любителем. В 11 лет у маленького Кевина появилась первая небольшая фортепианная клавиатура Casio, и он просто веселился, записывая звуки синтезатора, подыгрывая себе на барабанах и время от времени записывая себя на магнитофон. Он рос в неполноценной семье. Его родители то расходились, то сходились и снова расходились. Это, конечно, не могло не оставить след на пути взросления Кевина. Скитаясь между двумя родителями, он нигде не мог почувствовать себя по-настоящему дома. Поэтому он запирался в своей комнате и избегал от реальности, медитируя во время игры на инструментах. Процесс написания музыки был нужен ему в первую очередь как средство терапии. И даже сейчас, став всемирно известным музыкантом и продюсером, он не часто дает интервью, старается избегать крупных скоплений людей, кроме, очевидно, его концертов, и даже на своих шоу приглашает побольше других музыкантов, чтобы те забирали на себя часть внимания публики. Еще одна важная песня из альбома Currents — Let It Happen. Пожалуй, одна из интереснейших во всем творчестве Паркера. Несмотря на то, что трек сочетает в себе элементы психоделического попа, в особенности заметные в одном из моментов, где часть такта начинает повторяться в бесконечном цикле, создавая эффект заевшего магнитофона. Да и в целом имеет эфемерное, потустороннее звучание за счет большого использования ревербов и других пространственных обработок, которые в целом преобладают в творчестве Tame Impala. Видно, что Кевин вновь стесняется своего голоса и не выпячивает его сильно вперед, как это принято в современных песнях. Отнюдь, он использует его как отдельный самостоятельный элемент микса, имеющий такую же важную роль, как и, скажем, гитары и синтезаторы. Благодаря массивной подушке эффектов, которой накрывает партию своего голоса Паркер, он проваливается глубоко внутрь аранжировки, не крича о том, что «слушайте меня, это я тут солист». Хотя все слова легко разобрать, и смысл песни передается достаточно четко. Мало того, что это открывающая песня в альбоме, который по сути перемещается из акустического рок-звучания в электронный психодел, автор смиряется с этим фактом буквально с первых нот, говоря себе «позволь этому случиться».
Let It Happen. Припев песни внезапно модулирует из до диез минора в ми бемоль минор. Такое случается в поп-песнях. Вот пару примеров. Однако это достаточно необычная модуляция. Обычно хороший классический композитор начинает готовить смену тональности, например, в сонатной форме, сильно заранее, потихоньку внедряя элементы новой тональности в изначальную и завершая переход благодаря каденции, после которой смена тональности становится очевидной и логичной слуху. Уже в эпоху романтизма композиторы начали позволять себе более экспериментальные штуки, а постромантизм и модернизм вообще перестал воспринимать модуляцию как что-то требующее подготовки. В поп-песнях, кстати, это довольно частая практика — не готовить слушателя к смене тональности. В Sunny группы Boney M это происходит вообще несколько раз в течение песни. Это довольно простой прием. Даже если у вас нет музыкального образования, вы подсознательно скажете себе, что эта часть песни стала звучать чуть иначе, чуть ярче. В песне Let It Happen первая модуляция вызывает обратный эффект. Мы, наоборот, погружаемся в мир сна, с более размытыми образами, более спокойной, с ударными, закрытыми лоу-пасс фильтром и еле слышной партией баса. Обратите внимание на приятные мелочи, которыми наполнены эти 7 минут музыки. Например, во время слов «я слышу будильник», должно быть это утро, звучит электронный риф на одной ноте до диез, который действительно словно звук будильника появляется с плавным нарастанием и будит слушателя. Основная часть песни написана в тональности до диез минор, но ни разу не использует этот аккорд, не давая слушателю расслабиться и приземлиться в зону комфорта. Вместо этого она бегает между достаточно неустойчивым звучанием шестой, четвертой и пятой натуральной ступенями. Я написал часть этой песни в парижском RER. Это сеть скоростных поездов в Париже, где Кевин проживал какое-то время. Она напоминает мне поездку на поезде. Ты проезжаешь один пейзаж, затем другой. Улетаешь в космос с этой песней прям. Особенно после прослушивания мостика, где тот зацикленный фрагмент вдруг превращается во вполне себе приятный слуху аккомпанемент, над которым чуть ли не по-симфонически звучит партия ведущего синтезатора, играющего мелодию в несколько октав. К этому же трипу можно добавить несвязанный бред Кевина. Я проверил, там буквально в студийной версии мы слышим рандомные словосочетания, потому что эта идея была взята из демо песни, где он просто напевал, что придет в голову, с мыслью о том, что он перезапишет позже. Конечно же, этого не произошло. Вернее, он написал текст и исполняет его на концертах. Но перезаписанная студийная версия с настоящим текстом показалась ему не такой искренней и в целом растеряла свой вайб. Еще одна, пожалуй, выдающаяся песня из этого альбома закрывает оригинальный трек-лист New Person, Same Old Mistakes. Фактически Кевин саморефлексирует на тему того, насколько неуникальным может являться человек. Он рассуждает о том, как сильно человек может навредить себе, повторяя одни и те же ошибки, понимая подсознательно, что выбирая одно и то же, можно запросто наткнуться на те же грабли. Возможно, вы слышали эту песню в исполнении Рианны, которую благословил на этот кавер сам Кевин.
Альбом Currents высоко оценили критики благодаря его целостному звучанию. Пластинке удается буквально в каждой песне удивлять аранжировочными решениями, совмещенными с запоминающимися мелодиями, то, что и нужно для успешного поп-альбома. Кроме того, сильный общий посыл, объединяющий идею изменения и переосмысления себя не только в рамках переживания расставания со второй половинкой, но и в целом с общечеловеческой стороны. Неспроста альбом называется «Течение», словно поток жизни, который невозможно остановить и которому можно только подчиниться. Советую слушать его именно в таком порядке, в котором его расположил сам автор. Вообще, с распространением стримингов мы все реже и реже слушаем лонгплей как одно общее целостное произведение, каким его задумывали авторы. Это обидно, потому что в драматически грамотных выстроенных работах даже порядок песен играет важную роль для погружения в историю. Поэтому, если у вас есть возможность послушать целиком Currents в правильном порядке в один присест, я вам это горячо рекомендую. В следующей пластинке The Slow Rush, медленная спешка, он тоже говорит на языке наиболее важной для любого музыканта материи. Речь идет о времени. И это по сути продолжает идею, заданную в прошлых альбомах о личностном росте и изменении себя. В этот раз расширяя тематику, например, песней о принятии сумасшедшего решения. Речь, конечно, о помолвке со своей женой в песне Instant Destiny. Прощание со своим отцом в Posthumous Forgiveness, которое, как и Borderline, основывается на нисходящей хроматической секвенции в басу. Послушайте и сравните. Кстати, последняя песня претерпела достаточно основательные изменения после своего релиза в качестве сингла. Кевин решил доработать ее к выходу пластинки и изменил, например, звучание снейра, пару фраз и добавил множество звуковых эффектов и новые инструменты. Просто интересный факт на случай, если вам казалось, что эти две версии звучат по-разному. Так и есть. А в прошлом году Tame Impala выпустила свою последнюю на данный момент работу, пластинку Dead Beat. Альбом, который заставил разделиться фанатов на два лагеря. Тех, кому резкая смена звучания в сторону более электронной музыки с примесью техно и большим количеством явно попсовых хитов не понравилось, и тех, кому, соответственно, этот альбом скорее зашел. Я причислил бы себя ко второму отряду бойцов. Круто! Да это ж круто! Мне кажется, Кевин на протяжении всей своей карьеры стремился показать то, что ему как личности важно не стоять на месте и совершенствоваться, меняться. Это не может не повлиять на музыку, которую он пишет. Он всегда любил диджеить, а сейчас на YouTube можно найти целый сет, который он провел в Мексике, включающий песни из его нового лонгплея, который можно адаптировать под данный формат. И для меня этот альбом звучит, во-первых, как идеальная летняя музыка. Впрочем, у меня все работы Tame Impala ассоциировались с этим временем года. Возможно, потому что чувствуется, что музыка написана на берегу океана в небольшом пляжном домике, который ему снимала студия во время производства Currents, а во времена ковида он и сам его выкупил в свое владение. Возможно, потому что синтезаторы и гитарные эффекты в подкорке уже давно идут ногу в ногу с пейзажами Калифорнии, синтвейвом и очень странными делами. Вообще, альбом вышел прошлой осенью. Наличие песни «Дракула» указывает явно на намерение стать хитом в ТикТоке во время Хэллоуина, чего особо достичь не удалось, до тех пор, пока не вышла версия в коллаборации с Jennie из Blackpink. Ты, по-моему, перепутал. Сейчас она прям хайпует конкретно по всему миру. В ней вообще все, что нужно радийному хиту. Припев строится на двух зацикленных аккордах, чтобы не перегружать слушателя.
куплет чуть расширяет гармоническую палитру, добавляя, например, интересную регармонизацию мелодии в конце каждого куплета, вновь основывающуюся на нисходящем хроматическом басовом ходу. Уж очень их любит Кевин Паркер. Песня, кстати, довольно сильно выделяется из всего альбома по звучанию. Создается впечатление, что она осталась в загашнике Кевина после его недавнего большого сотрудничества с Дуа Липой. Он спродюсировал альбом Radical Optimism, включающий один из главных хитов британской певицы — Houdini. Он записал туда не только все инструменты, но даже бэк-вокал. Я не знал этого факта до того, как начал изучать информацию об Импале, но мне всегда казалось звучание этого альбома чем-то знакомым и достаточно выразительным в плане сонграйтерского стиля. А после успешной в плане звучания коллаборации с Дженни, кажется еще более очевидным, что песня была написана изначально под женский вокал, что не мешает ей, впрочем, оставаться очень даже залипательной, даже в соло-версии. На мой взгляд, альбом Dead Beat спродюсирован очень грамотно. Посмотрите только на тональный план этой пластинки, то есть какие тональности встречаются в каких песнях. Дело в том, что обычно песни на пластинке стараются писать в разных тональностях или хотя бы чередовать их между собой, что вызывает подсознательное чувство новизны. Если вы не абсолютник, то вам должно быть все равно, в какой тональности написана пьеса. И хотя многие музыканты склоняются к выводу, что каждая тональность обладает собственной выразительной краской, обычно неподготовленному слушателю эти различия достаточно сложно ощутить. На схеме видно, что центральная тональность альбома — си бемоль минор, особенно скорбная тональность еще со времен Баха с его темперированным клавиром. В ней же написан известнейший траурный марш Шопена. Или красивейшая альпийская симфония Рихарда Штрауса. За некоторыми исключениями, все песни в этом альбоме так или иначе относятся к си бемоль минору, либо написаны конкретно в этой тональности, либо написаны в параллельном мажоре, то есть содержат по сути те же ноты в гамме. Часто мы возвращаемся в оригинальную тональность в небольших кодах, которые автор добавляет к основной песне. Как вы поняли, у Кевина Паркера нет академического музыкального образования, но это не помешало ему создать грамотный тональный план, окутав таким образом весь лонгплей большим общим тональным одеялом. Многие критики альбома согласны с мнением, что аранжировки в этом альбоме, особенно по сравнению с Currents, звучат достаточно минималистично и даже скупо в некоторых случаях. На мой взгляд, это делает альбом достаточно простым для прослушивания и позволяет выразительным мелодиям отсюда еще дольше оставаться в памяти, что, несомненно, важно для поп-песен. Во многих песнях превалирует прямая бочка, выстукивающая ровный ритм четвертями. Ритмы других ударных тоже не обладают большим разнообразием, хотя это является частью творческого стиля Паркера. Мне кажется, именно в этой минималистичности и экономичности и заключается шарм альбома. Многие песни, как я говорил, содержат в себе коды, или наоборот вступления, записанные на микрофон айфона в качестве демо, которые в итоге дошли до финального слушателя. Это звучит честно, свежо и специально не идеально, благодаря этому натурально. Если нет времени слушать весь трек-лист целиком, отдельно могу посоветовать песни Afterthought, явно вдохновленные триллером Майкла Джексона, Loser с Джо Кири в клипе, Obsolete с потрясающей залипательной мелодией.
Ну и Дракула в обеих версиях с Дженни и без нее звучит максимально весело, конечно. Я, конечно, не мог рассказать обо всем интересном в рамках этого выпуска, поэтому предлагаю спуститься вам в комментарии, написать, какая ваша любимая песня и альбом Тейм Импалы, и продолжить разбор этого удивительного человека уже там. Спасибо за ваш лайк, просмотр и подписку. Не забудьте подписаться на телеграм-канал, куда я выкладываю обновления своей концертной и личной жизни, а также делаю анонсы новых выпусков и публикую дополнительные материалы. А с вами был Кит Китыч на канале Кит Китыч. До свидания.